Друзья, всем привет, Капу микрофона. В сегодняшнем коротком видео мы посмотрим на новый девлог разработчиков Stone Shard, который посвящен выходу глобального обновления Way Forward. В этом девлоге разработчики затрагивают сразу несколько тем, и в основном это генерация подземелий, новые враги, и самое вкусное — это, конечно же, дата выхода. С датой выхода нас сразу же ознакомливают на главной страничке. 24 сентября, господа. 24 сентября. Довольно скоро. Стало ждать всего немного, буквально 2 недельки, господа. И мы снова сможем окунуться на недельку-другую. Безусловно, прекрасный мир Стоуншарда. Значит, из новых вещей самая, наверное, главная, самая глобальная вещь, помимо переработки системы искусственного интеллекта, которая в этом девлоге не указана, является переработка системы подземелий. На самом деле, если посмотреть на то, что мы видим сейчас на скриншотах и картинках, новые подземелья выглядят, очень круто на самом деле. Они стали гораздо более просторными, гораздо более похожими на настоящие подземелья, не просто запутанную кишку, которая была раньше у нас в предыдущих обновлениях. И это выглядит реально здорово. Как пишут разработчики, алгоритм создания подземелья был полностью переработан, чтобы избежать досадных багов генерации, которые регулярно преследовали вас все это время. Теперь игра способна выдавать куда более сложные и комплексные структуры, а также гибко настраивать подземелья по множеству параметров, что будет крайне полезно для расширения глобальной карты и более умного респавна подземелий. На самом деле, это большая работа была проделана. Это очень крутое нововведение. И, опять же, как пишут разработчики, это развязывает им руки. И, наконец-таки, мы увидим более продвинутые, более сложные, надеюсь, и, самое главное, более глубокие, я почему-то хочу в это верить, подземелья, как только появится глобальная карта, как только появится градация подземелий по уровню сложности. Да, я не спорю, сейчас уровень сложности тоже подземелья присутствует, но на самом деле мне кажется, что не хватает какой-то большей вариативности, большей градации по уровню сложности. И вот новые подземелья, как они пишут, с большим количеством настраиваемых параметров, смогут эту проблему решить как нельзя кстати. Появятся новые комнаты. Но о новых комнатах мы уже, в принципе, говорили в предыдущем девлоге, смотрели, по крайней мере, на предыдущем девлоге. Из интересного, естественно, новые комнаты. Это теперь не просто прямоугольные и квадратные комнаты, теперь это комнаты, которые имеют более интересную структуру, более интересные формы. И вот, допустим, вот эта кнопочка, вот эта комнатка, точнее, похожа больше чем-то на, знаете, как в Тетрисе были такие интересные детальки, которые постоянно меня бесили очень сильно. На самом деле, круто. Из деталей таких интересных можно заметить, что переработали частично графику. Допустим, гробы те же самые. По-моему, раньше они были менее детализированными, а теперь смотрятся куда более привлекательно, как мне кажется. Плюс ко всему, тут, смотрите-ка, чтобы нам было максимально уютно, повесили еще и ковриков парочку штук. Да, приятно, на самом деле, вещь приятная, но, опять же, зачем подземелье ковры? Вопрос очень интересный. Возможно, вы сможете на него ответить, господа. Что пишут разработчики? Новое подземелье встретит вас с множеством уникальных шаблонов. Помимо привычных вам прямоугольных комнат, в подземелье будут регулярно попадаться помещения стандартных форм и размеров, о чем мы уже, в принципе, упомянули. В дальнейшем они планируют развивать концепцию, добавляя больше новых комнат, включая новые комнаты с загадками, особыми ловушками и подобными вещами. А вот здесь, господа, самое, наверное, вкусное. Новые комнаты с загадками, вот это очень круто, как мне кажется, особыми ловушками и тому подобными вещами. Насчет секретных комнат. Сразу же не могу сдержаться. Да, секретные комнаты появятся уже в Way Forward. С одним маленьким условием, чтобы найти эту секретную комнату, нам необходимо будет прокачивать параметр восприятия. Без него заметить новую секретную комнату, заметить трещину в стене будет практически невозможно. Поэтому параметр восприятия будем качать обязательно, чтобы все секретки почекать. И, как они пишут, что точнее не параметр, а скилл осмотреть окружение, которое мы раньше чекали, или не чекали, кто как. Не знаю, на самом деле, за всех, но я, по крайней мере, эта штука не пользуюсь с самого начала игры. Осмотреть окружение, наконец-то, станет полезным, потому что при помощи него можно будет чекать комнаты и находить натурально в них секретные комнаты, в которых, как пишут разработчики, будут появляться богатая добыча и уникальные предметы, которых, как мне кажется, было, очень мало в игре. И, не то, что их мало, они просто очень редко появлялись, и за всю игру буквально, может быть, раза два
мне удалось выбить уникальные предметы с боссов или с других врагов, что на самом деле немножко удручало, потому что в продаже их не бывает, а выбивать из боссов это довольно геморно и муторно, занимает очень много времени. Комнаты боссов. Комнаты боссов. Наконец-таки комнаты боссов перестанут быть просто обычной комнаткой, в которой ютится маленький-маленький бедненький боссик, самый толстый, самый жуткий, казалось бы. Но нет, теперь комнаты боссов станут гораздо более проработанными, они станут отдельными. Они появятся в генерации отдельно, и поэтому комнаты босса будут всегда выделяться на фоне всего остального. И будет сразу понятно, что это комната боссов, а не просто какая-то забегаловка или какой-нибудь клозет условный. Боссы подземелья больше не ютятся в небольших клетушках с сундуком посреди комнаты. Теперь они будут встречаться в особых помещениях с определенным простором для маневра. Но вот здесь тоже не все так гладко, как мне кажется. Да, я не спорю, что помещение новое, крутое, просторное, классное, безусловно. Есть одно узкое место. Всегда оно будет, мне кажется, и от этого я не знаю, как можно, в принципе, избавиться. Вход в комнату. То есть в целом ничего глобально не поменяется. То есть как вы входили в комнату, как вы катили некроманта через одну клетку, так и будете его катить, в принципе, так и будете его расстреливать или убивать его приспешник. То есть вряд ли найдется какой-нибудь уникум, который решит забежать в комнату, там, снять себе штаны и говорит: давай, чувак, будем с тобой драться с твоим приспешником, там, вызывай как можно больше. Нет, все останется, мне кажется, так же, как и было до этого. То есть с боссами тактика убийства вряд ли поменяется. То есть также выходишь в коридор, убиваешь его там. Ну, то есть в этом плане, конечно же, пока сложно что-то придумать, мне кажется. Дальше. Из предыдущих тизеров нам уже показывали, что появятся новые скелетики. Им перерисовали спрейтики. Появятся новые некроманты, что очень круто. Появятся новые скиллы. У тех самых врагов об этом еще не указано, но в тизерах уже были показаны новые скиллы, в том числе и скиллы для призраков и умертвий, которых, к слову, стало теперь целых 4 штуки. То есть вы помните, что раньше у нас было 2 типа призраков. Это обычный призрак, умертвие, и на этом, собственно говоря, и все. Теперь же у нас появится 2 более интересных, как мне кажется, особенно вот этот чувак с короной прям очень круто смотрится. Я прям хочу, чтобы он был боссом, прям безумно хочу, но я понимаю, что это просто будет моб какой-нибудь очень жесткий, скорее всего. Или просто типичный моб, который просто будет отличаться спрайтом своим, разве что. Но опять же, надо сказать, что призраки даже в текущем патче имеют свойство капать вам на вашу душу, на вашу волю, потому что у них есть очень классный скилл, заморозка это называется, не помню точно, да? По-моему, да. По-моему, заморозка называется. Так вот, заморозка позволяет ему полностью отключить все ваши навыки, скиллы, и вы не можете просто убить там в течение 3 ходов, что довольно неприятно. Дальше, быстро бежим. Гасты. Гасты — новые враги. Очень крутая тема, на самом деле, как мне кажется. Появятся новые враги гасты, которые вроде как зомби, а вроде как и не очень. В чем фишка гастов? Гасты — это, грубо говоря, те же самые зомбаки. Это больше, наверное, предводители зомбаков, которые получат уникальную способность к неумиранию, если так можно выразить. То есть при получении критического урона они, возможно, не умрут с каким-то шансом, а просто потеряют свою часть тела и продолжат биться с вами до потери пульса. Вот теперь-то играть станет гораздо интереснее, особенно на режиме Iron Man, когда ты играешь буквально на последних издыханиях, и тут у чувака просто заканчивается ХП, казалось бы, но нет, нифига. Просто отрубаешь ему руку, и он продолжает драться с тобой дальше. Неприятно на самом деле дело, но опять же, неприятно, но от этого намного более интересно, как мне кажется. It's broken, да. И посмотрите на анимацию, господа, просто отличная, просто здорово смотрится. Главное преимущество неупокоимых — это их поразительная спосстойкость. Тяжело убить то, что уже мертво, ведь гниющая кровь, плоть, поддерживаемая темной магией, способна вынести даже самые критические повреждения. Благодаря своей пассивной способности чудовищная живучесть, каждый раз, когда неупокоимый получает смертельный урон, он может шансом избежать смерти, потеряв просто одну из частей тела или полностью восполнив самое главное, и полностью восполнив свое здоровье. Поэтому, чтобы окончательно отправить неупокоимого на тот свет, вам придется либо несколько раз довести его запас здоровья до нуля, либо нанести ему как можно больше тяжелых травм в процессе. Так что, господа, теперь в игре станет гораздо более интересно. Представьте, не одно такое умертвие, а сразу 2 или 3. Вот это будет уже интересный челлендж. Это вам не медведя убивать рядом с городом. Тут все будет гораздо сложнее и гораздо серьезнее. Вот и на этом, господа, все, наверное, по этому девлогу. Это была первая часть. Скорее всего, их будет еще 2, как минимум, до выхода нового обновления.
Так что, господа, подпишитесь, поставьте лайк и следите за обновлением Stone Shard. Выход, напоминаю, запланирован нового обновления на 24 сентября. На этом у меня все. Всем хорошего настроения, отдыхайте, господа, увидимся на стримах. Еще раз поставьте лайк, поделитесь видео в соцсетях. До скорой встречи на стримах, господа. Пока-пока, господа.